Хотел бы поговорить в этом видео о том, почему люди верят в Бога. Кстати, мне было бы интересно узнать ваше мнение в комментариях о том, что такое вера в Бога на ваш взгляд, и вообще, что такое Бог на ваш взгляд. Сразу скажу, что это видео не попытка переубедить тех, кто верит в том, что не надо верить. Пусть каждый останется при своей вере или невере. Хотя само слово «вера», по крайней мере для меня, является довольно странным, потому как оно не совсем определенное. Допустим, я могу о чем-либо знать или не знать. Я могу что-либо предполагать, а могу нет. Я могу что-либо допускать, а могу не допускать. В случае же с верой это и незнание, и недопущение, и не предположение. Представьте, что есть люди, которые решают, как вам думать. Если вы уверены в том, что то, как вы думаете, это плод исключительно вашего мышления, то вы ошибаетесь. Ваши представления о вашей собственной жизни созданы средой, где вы существуете. Ведь разве деньги или религия не являются тем, на что вы тратите свое время? А ведь деньги — это и есть по своей сути религия. По крайней мере, это религия, адепты которой лишены лицемерия, потому как у этой религии есть реальный предмет поклонения, ради добывания которого человек действует. Для тех, кто владеет мировыми ресурсами, это очень удобно, что массы верили в нечто, что отвлекало бы их от реальности, которая и есть то, в оценке чего и заключается положение обычного человека. Сразу скажу, что это не попытка кого-то в чем-то убедить. Пусть то, что я говорю здесь, будет адресовано людям интеллектуально честным с самими собой. Общество программирует тебя, и никакой человек не рождается в мир с каким-либо собственным представлением о нем. Представление о нем он получает сквозь призму восприятия своих родителей и в целом своего окружения. По большому счету, родители своими реакциями на раздражители показывают ребенку, как ему надо реагировать на то или иное явление, посредством формирования его мышления как чего-то заведомо ограниченного. То есть, с точки зрения, допустим, родителей, мышления их ребенка — это то, что соответствует их представлению о том, как надо думать, а не попытка его собственного осмысления действительности. Понятие «общество программирует тебя». Понятие «общество программирует тебя», вызывая у тебя определенную реакцию. Допустим, понятие любви вызывает представление о всякой романтической лабуде. Хотя любви нет, а есть половой инстинкт. Есть понятие «праздник», хотя нет праздников, а есть лишь очередной планетарный день. То есть то, что я перечислил, это все привнесенные смыслы, и их не существует в природе, но человек принимает их как нечто естественное, потому как это делается под давлением общества, большинству в котором не свойственно думать, а только лишь ссылаться на искусственные общественные смыслы. Пример с алкоголем в магазине. Когда я хожу в продуктовые магазины за продуктами питания, я вижу эти кажущиеся бесконечными стеллажи, заставленные бутылками с алкоголем. И каждый раз, когда я вижу эти бесконечные бутылки, я задаюсь вопросом, неужели все это выпивают? Если выпивают, то можно ли считать это общество здоровым? Притом есть настолько наивные люди, думающие, что общественная система заботится о них, и эти же сами люди потребляют этот алкоголь, продающийся в продуктовых магазинах.
потому как алкоголь позволяет им отвлечься от действительности. Этот человек не понимает, что алкоголь – это и есть средство общественной системы, используемое ей для того, чтобы человек жил бы в состоянии постоянного забвения. Людям, владеющим ресурсами, так и нужно, чтобы обыватель мог бы быть настолько физически и психически здоровым, насколько это нужно для выполнения им своих функций, необходимых для общественной системы. Он должен быть здоров именно настолько, чтобы выполнять свою примитивную работу и платить налоги. Но критически мыслящий человек – это не то, что нужно общественной системе, поэтому лучше, чтобы он ждал бы пятницы, чтобы закупиться алкоголем в супермаркете, выпил бы его и забыл бы, кто он и для чего он вообще живет. И идея Бога – это такое же общественное программирование. Идея Бога – это такое же общественное программирование, эффективная именно потому, что эта идея сама создает вопрос и сама на него отвечает. Она создает у человека в голове вопрос, кто создал все, и сама на него отвечает. Бог все создал. Хотя сам ответ логически вытекает из вопроса. Ведь если нечто создано кем-то, то как минимум этот кто-то существует или как минимум существовал. И эта идея кого-то, кто все создал, естественно, подразумевает авторитаризм со стороны Бога по отношению к тем, в чью голову внедрена эта идея. Ведь эта идея предполагает то, что ее адепт просто принимает ее на веру, и расплатой за эту веру служит его свобода. Потому как идея Бога полностью определяет восприятие ее адепта через авторитаризм Бога. Со стороны верующего может последовать только его высокомерие по отношению к неверующим, потому как он безоговорочно принял, по сути, абсолютно инородную для себя идею, определяющую его мышление или не предполагающую мышление как такового. Конфликт между религией и нерелигией. Кажется, что сама по себе религиозная идея подразумевает некое глобальное разделение людей на верующих и неверующих, потому что у первых есть якобы объяснение, глобальное объяснение всего, что только существует, и обоснованием для этого является создание всего Богом. Правда, мне, как абсолютному безбожнику, непонятно, какая роль отводится самим верующим в их идеологии. Судя по всему, это роль абсолютно недумающего существа, ведь ему уже дали глобальное объяснение мира, которое не предполагает наличие у него критического мышления в отношении этого глобального объяснения. Как бы сама глобальность позиционирования этой идеи уже по умолчанию предполагает отсутствие мышления, противоречащего ей. Религия – это своего рода узурпация мыслительного намерения человека, вместо которого дается некий суррогат, который человек должен просто принять на веру. Сама масштабность и насыщенность религиозных ритуалов создает у человека ощущение серьезности предмета их веры. Потому как эти две составляющие в целом создают в голове человека видимость системы, которая не оставляет ему шанса посмотреть на религию в целом с другой стороны. Потому как религия влияет на человека по всем каналам его восприятия и обращается к нему через его инстинкты. Связь концепции смысла жизни с концепцией идеи Бога. Кстати, ссылка на видео про смысл жизни будет сверху.
На самом деле концепция идеи Бога имеет непосредственное отношение к концепции смысла жизни. Точнее, даже является самим смыслом жизни для верующего в его представлении. Но концепция идеи Бога не сам смысл, а некое объяснение жизни, заменяющее смысл, потому как авторитарная в своей основе идея не может быть смыслом для того, кому она адресована. Смыслом религиозная идея, я имею в виду практическим смыслом. Практическим смыслом религиозная идея является лишь для ее генератора, потому как она выполняет определенную, запланированную им функцию. Чем является религиозная идея для обывателя? Ну, для обывателя религиозная идея – это всего лишь утешение в виде универсального ответа на все вопросы. Потому как ее простота и видимая сквозь призму внешней серьезности, в кавычках осмысленность религиозных ритуалов инстинктивно создает у него реакцию, не подразумевающую мыслительного акта в качестве реакции.